говорилось о том, что состав правительства будет определен до инаугурации. Потом говорилось, что вот сразу после инаугурации. Потом назывался срок 15 мая. Сегодня называется срок 22-23 мая. Такого рода переносы представляются признаком достаточно жесткой, достаточно серьезной внутренней борьбы. То есть нам-то казалось, вот все в порядке, как это самодержавие, да? Оказывается, ничего подобного. Оказывается, идет очень жесткая борьба внутри, достаточно серьезная. И то, что Путин не поехал на саммит Большой Восьмерки, саммит очень значимый, практически судьбоносный, потому что именно там будет определяться реальная повестка дня саммита Большой Двадцатки и всей перспективы, и приниматься какие-то значимые решения, не говоря уже о его любви к саммитам как таковым. Да, то есть это более важная вещь, чем Большая Двадцатка. Вот то, что он не поехал, причем не поехал неожиданно, не поехал вдруг, я думаю, что нужно ему поверить и признать как факт, что да, он не поехал именно по той причине, которую он назвал, что ему нужно заниматься формированием правительства. У нас сложилось исторически два клана в нашем государстве, условно говоря, либеральный, условно говоря, силовой. После того, как Путин стал президентом, понятно, что всем показалось, что силовой клан выиграл, но теперь мы видим, что он начинает проигрывать по мелочам, очень здорово проигрывать по мелочам. Прежде всего, либеральная часть оппозиции – это неотъемлемая часть либерального клана. Грубо говоря, либеральный клан един, и та его часть, которая сидит в правительстве, и та его часть, которая бегает по улице с флагами – это правый и левый кулаки одного клана, одной и той же штурмовой пехоты глобального бизнеса. И Путин, безусловно, с моей точки зрения, испугался массовых выступлений. Он испугался последствий полицейской провокации 6 мая, которая была бесспорной, которая доказана многократно. Но результаты этого оказались и для управляющей системы в целом, и для него оказались неожиданными. Второй признак того, что либеральный клан действительно проявляет себя достаточно сильно, это вероятное сохранение Шувалова. Все привыкли, что происходит нулевая смена, что будет правительство без Игоря Ивановичей. И, казалось бы, все нормально и самоочевидно. И вдруг выясняется, что товарищ Шувалов не будет заниматься освоением Сибири и Дальнего Востока, а он будет контролировать исполнение указов президента. По крайней мере, это сильно вероятно. А Шувалов – один из ключевых элементов именно либерального клана. Если переходить к содержательным мыслям, наверное, в правительстве в ранге министра войдут близкие Медведеву люди, то есть Тимакова и Дворкович. На какие позиции остается только гадать. Я не могу вслед за Бисмарком повторить, что нужно выбрать место, которое не жалко, потому что жалко все министерства. Понятно, что Дворкович это будет начальник аппарата либо министр экономики, то есть те функции, к которым он не очень приспособлен. А Тимакова может быть министр культуры, министр связи или, в конце концов, пресс-секретарь в ранге министра. Может быть, Рогозин станет министром обороны. Вероятно, уйдет Фурсенко. Это он уже попрощался со всеми. Будут какие-то, безусловные изменения и дальше. Но принципиально важно, что ничего не изменится. Это принципиально важно. Мне кажется, это главным результатом того, что мы уже видим, и того, что мы уже слышим. Вне зависимости от того, будет Путин 2.0, Путин 3.0, Путин 4.5, как это будет обыгрываться официальной пропагандой, у нас есть стратегия. Стратегия видна. С 1 июля закон о бюджетных организациях начинает уничтожать бюджетную сферу как таковую. И Путин не просто так, без всякой провокации в своих статьях дважды сказал, что это очень хороший закон. Мы присоединяемся к ВТО, то есть помимо издержек социальных снимаем с общества издержки промышленные, издержки производственные, потому что ВТО мало совместимо с существованием несырьевого российского сектора. И, соответственно, будет продолжаться та же самая либеральная политика, что уже четверть века уничтожает нашу страну. Что касается обещаний товарища президента, на официальном уровне, конечно, они будут выполнены все в срок и полностью. На реальном, поскольку оборонную программу будет выполнять Дмитрий Олегович Рогозин, я думаю, что об этих обещаниях можно забыть в общем и целом.
Социальные расходы нам уже объяснили, как они будут выполняться, что будут выполняться обещания президента, и эти обещания будут профинансированы за счет сокращения тех направлений социальных расходов, о которых президент забыл упомянуть. Значит, ключевая вещь – это что происходит с оппозицией, потому что меняющаяся часть – это оппозиция. Мы уже видели 6 мая на Якиманке, что протест становится левопатриотическим, и либералы сохраняют только внешнее руководство процессом. Либералы вытесняются в гражданскую сферу. И вероятные репрессии, которые мы сейчас увидим, они не изменят ситуацию. Принципиальный вопрос, когда разрушение социально-экономической сферы, осуществляемой руководством страны, приведет к тому, что протест перекинется, недовольство перекинется с мегаполисов на, грубо говоря, промышленную зону России. Я думаю, что этой осенью этого еще не случится. Я думаю, что эта осень еще время стабильности, когда Россией еще можно управлять. То есть это произойдет, скорее всего, следующей весной. То есть этой осенью Владимир Владимирович сможет еще раз съездить на Уралвагонзавод. Ну и то, что вы просили упомянуть про Русскую Православную Церковь, то, что меня тревожит очень сильно, я об этом говорил, наверное, говорить придется. А церковь в силу самой своей природы, мне представляется, она должна быть стабилизатором общества. Таким коллективным, извините за этот термин, психоаналитиком, который помогает людям справиться с имеющимися проблемами. То есть важнейшая функция церкви – это стабилизатор общества. Поскольку русская культура по своей основе и происхождению является культурой православной, это видно даже по атеистам и даже по тем русским, которые принимают ислам, у нас роль стабилизатора играет Русская Православная Церковь. События последнего времени, начиная с того, что представители церкви с восторгом велись на провокации, и кончая последним пикетированием, ожидаемым золотого петушка в Большом театре, в общем-то, позволяет сильно опасаться того, что Русская Православная Церковь из фактора стабилизации общества начинает потихонечку превращаться в фактор его дестабилизации. И это очень сильно тревожит. Ничуть не меньше, чем замечательная политика нашего формально пока еще светского руководства, хотя мы всех их видим в роли подсвечников в каждый церковный праздник. За 100 лет впервые кто-то в России выступил на выборах с какой-то программой. Встает очень простой вопрос. Почему? На мой взгляд, потому что впервые за много-много лет российских выборов появились люди, желающие прочесть эту программу и спросить кандидата, а что ты, собственно, делать собираешься? Потому что в силу своей личной истории я участвовал во многих политических процессах, и я помню, что в 90-е годы программы писались, но никто не ожидал, что их кто-то будет читать. Никогда. Да? В том числе и программы таких вот партий, которые создавал РСПП, где было свое аналитическое подразделение, институт, писалась книга. Но я думаю, что кроме личного руководителя РСПП ее никто точно не читал. Да? Здесь появились читатели, а не только писатели. И это специфика, вот это первая специфика сегодняшней ситуации. Да? Впервые появились читатели, впервые появились люди, которым действительно интересно, что собираются делать, а не только кто будет главным. И это, я думаю, во многом будет определять в том числе и конфигурацию власти. Точнее, естественно, личностную и административную. Потому что какие-то существенные вещи, я вот здесь согласен с уважаемым коллегой Делягиным, существенные вещи не изменятся, правда, у нас с ним знак тут разный. Он после этого ставит жирный минус. А я уверен, что в России всякие изменения, в общем, к добру не приводят. По крайней мере, последние 70 лет, 80, история показывает, что это так. Да? И даже преснопамятный Константин Устинович Черненко, которого мы тут в кулуарах поминали, нам тоже тогда казалось, что после него уже ничего хуже не будет. Но мы же сумели, мы нашли человека, который смог еще хуже. Поэтому я бы не стал так радоваться изменениям. Изменения в России вещь не очень радостная. Поэтому это скорее плюс. Знаешь, что в основе будет стабильность. Но откуда появились читатели? На мой взгляд, это как раз результат той самой стабильности. Да? Чтобы начинать читать... Почему политические документы не читали в политизированные 90-е годы? Потому что очень кушать хотелось. 99% хотелось кушать, а 1% хотелось набрать все остальное, что в эти 99 не попало.
Сейчас у людей есть силы и время все это читать. И это, на мой взгляд, хорошо. Будут ли реализованы? Уверен, что будут. Можно спорить в процентах реализации, потому что, как известно, в России КПД государственного аппарата, в общем, к 100% сильно не приближалось, и не приближалось, наверное, никогда. Да? Но то, что все, что можно сделать с системой управления для реализации этих проектов, это делается. И документы выпущены, это показывают, и административные усилия еще больше. Да? Что это даст? Вопрос более сложный. Вот, кстати, это был предмет еще одного разговора, потому что довольно долго. Поскольку предположить, что паровоз полетит, это очень сложное предположение, он не полетит, он все равно паровоз. То, что он поедет чуть быстрее, конечно. Куда доедем? Потому что общая эта дорога ведет, здесь опять Михаил Геннадьевич прав, на запад, а на западе своих проблем хватает. И если нашу теплушку к их поезду прицепить, это большой вопрос, чем эта история закончится. Но хотя бы теплушку надо оформить и организовать. Что касается оппозиции, на мой взгляд, ведь и оппозиция-то впервые появилась реально. Как нечто выступающее, да, там какие-то болотные, еще какие-то площади. Но ведь это тоже реакция тех самых читателей. Потому что, согласен, вожди оппозиции и оппозиция – это разные вещи. Причем вот тот левый спектр оппозиции в провинции, он и вначале был единственным, потому что наших правых оппозиционеров в провинции не было совсем. Да? Но основная масса оппозиции – это кто? Это в основном студенты. Это студенты, это молодые люди, это люди, которые как раз что-то почитали, что-то услышали, что-то для себя решили. Очень часто, на мой взгляд, наивно, но решили. Вот социологи меня поправят, если что. И здесь, с одной стороны, это, на мой взгляд, даже хорошо, что она есть. Предполагать, что эта позиция сыграет очень большую роль как таковая, не как некий образ, да, вот. Ребята, смотрите, у нас есть оппозиция, об этом надо думать. А как некая политическая сила, думаю, нет. И вот абаевские походы, они блестящие. Это... Почему? Потому что у оппозиции нет главного. У оппозиции нет завтрашнего дня. Российской оппозиции нет завтрашнего дня. Можно 5 раз собираться, можно 10 раз собираться. Критиковать в России всегда есть что. Да? Причем даже совершенно искренне. Но что дальше? Вот этого дальше у оппозиции нет. Поэтому, если эту оппозицию не трогать, она просто выдохнется. Да? В России есть социальный протест. И при нашем социальном освоении он неизбежен. К счастью для общества, я в этом уверен, что к счастью, мы не можем, у нас не соединился социальный протест с протестом политическим. А в таком случае никакая оппозиция, как именно прямой политический фактор, невозможна.